Добро пожаловать в 4 главу курса, которая посвящена тому, чтобы прочитать извинения персонажа, которого мы до сих пор лепили. Так же, как и в предыдущих главах, вот краткий обзор того, что включено в остальную часть этого видео. Я хочу затронуть основные вопросы и принципы того, что такое богатое извинение, каким оно должно быть и так далее. В следующем видео речь пойдет о настройке и рабочем процессе того, как эффективно составить письменное извинение. После этого я покажу несколько более глубоких видеороликов о том, как думать о топологии, планировать оптимальный результат и решать одну из самых сложных и важных областей, с которыми сталкиваются. Как только все это будет сделано. После создания Rain последует много замедленных видеороликов, и мы рассмотрим мой процесс повторного извинения за голову, тело, прическу и многое другое. В последнем видео речь идет о дополнительных исправлениях и оптимизациях, которые я добавил после того, как большая часть письменных извинений была сделана. Это включает в себя полезные практики и важные шаги, прежде чем переходить к дальнейшим шагам создания персонажа. Так что теперь давай по-быстрому разберемся с основами. Самый большой вопрос – это вопрос, что такое письменное извинение? Название, по сути, означает переделать или переделать топологию, которая представляет собой структуру сетки, которую мы имеем в предыдущей главе. Мы подробно остановились на назначении и преимуществах очищенной сетки. Это позволило нам создать более совершенные тесты экспрессии и более чистые базовые показатели. Последнее письменное извинение заключается в создании объектов, которые используются для создания анимации и в конечном счете рендеринга персонажа в конце. Для этого топология должна быть высоко оптимизирована для всех форм и искажений, которые нам нужны в анимации. На этот раз мы не можем перепроектировать все детали сверху, как мы это делали в 3 главе. Это нужно смоделировать вручную таким образом, чтобы все существенные детали были зафиксированы самой топологией. Но вместо того, чтобы сейчас грубо моделировать коробку, я покажу полный подход к моделированию поля в этой главе. Но в целом то, что делает хорошее чтение извинением. Одна вещь – это минимально необходимое разрешение для поддержки формы и планируемой клеветы на персонажа. Это означает не только то, что количество граней должно быть достаточно большим, но и то, что необходим оптимальный поток кромок, который поддерживает формы и деформации. Я расскажу об этом подробнее в следующем видео. Наконец, объекты также должны быть разнообразными, что означает, что в основном они должны быть односторонними и водонепроницаемыми. Так, например, нет двух граней, прикрепленных к одному и тому же краю. Все рекламные ребра должны быть прикреплены к грани, никакой перекрывающейся геометрии и так далее. Это в основном, как вкратце, каждый предмет сделан из бумаги, никаких свободных проводов и только одна сторона направлена наружу. Но то, что я сказал во введении к общему курсу, становится очень важным. Этот курс не ориентирован на создание игровых персонажей. Топология – это один из тех моментов, когда принципы, которым вы должны следовать, сильно зависят от программного движка рендеринга и среды, для которой вы используете персонажа в играх. Акцент делается на воспроизведение в реальном времени. Итак, модели не подразделяются, и вместо этого много информации запекается в текстуры, такие как карты нормалей, чтобы поделать детали. Чтобы убедиться, что процесс выпекания и деформации очень предсказуем. Геометрия обычно триангулируется. Этот рабочий процесс очень отличается от других, со своими собственными ограничениями для работы. Для фильма требуется гораздо больше времени рендеринга для более дорогого разрешения смещения и деформации, включая сложные эффекты для получения более подробной информации. Мы будем не просто выпекать или добавлять какие-то текстуры, но и раздели объекты, что означает, что топология должна состоять почти исключительно из приседаний одинакового размера, чтобы избежать растяжения и защемления областей. Но я слышал, что ты уже спрашиваешь, нет ли в Blender инструмента топологии артерий, и да, есть новые измерения Quad и DoxelRe, но они специально предназначены для создания рабочих процессов. В данный момент никаких повторных измерений. Можешь приблизиться к хорошо составленному письменному извинению. Так что если вы просто не хотите повторно измерить фоновый объект, который не будет деформирован или виден вблизи, я не советую использовать какие-либо повторные измерения.
Многие ненавидят антропологию, но лично я действительно люблю ее. По сути, это большая головоломка, которую ты сам придумал. Ты продолжаешь пытаться оптимизировать сетку и в конечном итоге пытаешься решить множество проблем на этом пути, многие из которых ты на самом деле, вероятно, лично стоил. Это решение множества проблем, как и любой другой шаг в процессе создания персонажа. Но если ты знаешь, что требуется от персонажа, и знаешь принципы богатого извинения, тогда это может быть очень медитативным и приносящим удовлетворение опытом. Следующее видео полностью посвящено тому, как создавать, направлять и думать о самой топологии.